последнее время участились нападения на музеи мира. Кто-то открыл охоту на древние артефакты. Параллельно идет уничтожение древних построек, имеющих значение для всей современной цивилизации. В разных частях мира происходят, казалось бы, не связанные между собой события, следствием которых является утрата некой информации, определяющей направление развития современной цивилизации. В ходе музейной войны были уничтожены некоторые артефакты, связанные с ключевыми моментами истории. Стирая память об исторических событиях, некто открывает возможность для изменения истории человечества. Линии вероятности имеют точки фиксации, привязанные к историческим событиям, и артефакты, имеющие отношение к этим историческим событиям, находятся в музеях и описаны в каталогах. Можно сказать, что представление человечества о ключевых событиях базируется на этих известных артефактах. Если уничтожить часть артефактов, наша реальность станет подвижной, и в ней можно будет прописать события, которых раньше не было. То есть извечная нам история не является единственно верной и окончательной. Уничтожив фиксацию некоторых точек во времени, мы можем переписать ее. Предположим, нам нужно вписать в прошлое какие-то события. Для этого пишем книгу об исследовании того, чего реально не было. Книгу читает множество людей, и наша версия истории становится для большинства людей наиболее правдоподобной. Например, мы говорим, что такой-то полководец победил в такой-то битве. И этот новый факт признается очевидным. Любое событие должно иметь причину. Поэтому возникает цепочка событий от настоящего в прошлое. Но поскольку мы переписали в точках некоторые события, объяснения новых событий, скорее всего, будут нелогичными. Они будут не укладываться в общий исторический контекст. Могут возникать странные и нелогичные события. Если мы хотим повлиять на развитие цивилизации, то нас будут интересовать новые технологии, которые должны появиться раньше времени. При этом мимо каких-то технологий человечество проходит, не останавливаясь. Существует описание странных событий, связанных с появлением летательных аппаратов. Так, в нескольких исторических хрониках, относящихся к разным временам, есть описание появления летающего корабля. Сам корабль, по описанию, наиболее похож на фантастический аппарат «Альбатрос» из романа Жюля Верна «Робер-завоеватель». В хрониках VIII-XIII веков описывается событие появления летучего корабля, который зацепился якорем за крест собора. Сбежавшийся народ, уцепившись за канат, пытался опустить корабль на землю и захватить. Экипаж корабля обрубил трос и улетел. Якорь и кусок троса хранятся в соборе. При этом события VIII века происходят в Германии, а XIII века – в Швеции. В обоих случаях на палубе корабля видят двух мужчин, приблизительно 25 и 50 лет, и молодую женщину 25-30 лет. Экипаж описывают одинаково в обоих эпизодах. Однако это еще не все. В начале 20 века в США также появляется летательный аппарат с экипажем из 3 человек. Однако теперь он похож на аппарат Грозный из романа того же Жюля Верна «Властелин мира». У Жюля Верна описан аппарат с машущим крылом, способный перемещаться в 3 средах – в воздухе, по суше и по воде. Аналогичный аппарат и совершал полеты над США. Описаны 2 события с разницей примерно в 5 лет, произошедшие в разных штатах. Летательный аппарат произвел посадку на поле некоего фермера, который подбежал к машине. На землю спустились 3. 2 мужчины и 1 женщина, описания которых совпадают с эпизодами VIII и XIII веков. Старший мужчина вступает в разговор с фермером, показывает ему чертежи аппарата, которые они испытывают и планируют в ближайшее время запатентовать. Пополнив запас воды и попрощавшись с фермером, воздухоплаватели улетают. Сцена в точности повторяется в другом месте через 5 лет. Можно вспомнить странный случай, произошедший в Иерусалиме с Ури Геллером, известный экстрасенс, когда ему было лет 5-6. Гуляя в заброшенном арабском саду, мальчик уснул на земле, а когда проснулся, увидел над собой в небе черноволосую женщину. Совпадает с описаниями женщины из экипажа летающих кораблей. Она ему что-то сказала, после чего у мальчика проявился знаменитый талант гнуть ключи и ложки мысленным усилием. Ранее, в 1917 году, женщину, похожую по описанию на ту, которую видел Геллер, встретили 3 девочки в Португалии на поле близ деревни Фатима. При этом дева, встретившаяся с девочками несколько раз, никогда не называла себя именно Девой Марией. Как и в случае с Ури Геллером, черноволосая женщина разговаривала с девочками сверху. И в эпизоде с соборами черноволосая женщина разговаривала с толпой людей сверху, с палубы летающего корабля, и убеждала людей отпустить трос и не нападать на воздухоплавателей и их корабль.
С моей точки зрения, подобные странные события, похожие на компьютерный баг, могут быть следствием манипуляций с историей, когда в цепочке разрываются причинно-следственные связи. Еще одним странным событием, причем ключевым, является битва при атолле Мидуэй. Это сражение в Тихом океане произошло 4-7 июня 1942 года между японским и американским флотами. Флот США одержал решительную победу. Однако после войны исследователи, читая доклады американских и японских военных, были поставлены в тупик. Согласно первоначальной версии, японские корабли были уничтожены самолетами, поднявшимися с американских авианосцев. По отчетам японских капитанов, большая часть американских бомб упала в океан. Сами японцы считали, что их торпедировали американские подводные лодки. Но у американцев там не было лодок. При исследовании записи гидроакустиков, как американских, так и японских, выяснилось, что лодки действительно были, но чьи именно, так и не было зафиксировано. Звук торпед в воде тоже присутствовал, и японские корабли однозначно были торпедированы, только неизвестно кем. Существует явление абдукции, сообщение людей о предполагаемом похищении их инопланетянами. Никто не знает, кто именно похищает людей. В некоторых случаях человек утверждает, что был похищен, в то время как окружающие его люди ничего не видели. То есть, по крайней мере, часть абдукции связана не с физической, а с психической реальностью. Жак Бержье написал книгу «Гости из будущего», в которой, проанализировав большое число абдукций и исследовав объяснения самих пришельцев, автор делает вывод о том, что часть пришельцев представляет собой сознание, ментальные тела, перемещающиеся из будущего в наше настоящее. В магии существует практика работы с собственным прошлым по аркану 16. Со стороны это должно выглядеть именно как появление пришельца из будущего. Однако помимо индивидуальной работы с личным прошлым существует еще и работа с объективным прошлым по 12А. Возможно, что описанные выше ситуации с летательными аппаратами и неизвестными подводными лодками – результат такой работы. Технология работы с 12А Таро включает в себя возможность корректировать объективное прошлое. В магии существует разделение на два типа времени. Индивидуальное время, то есть субъективное, связанное с памятью личности о произошедших с ней событиях, и время объективное, текущее внутри системы, организм планеты Земля. Работа с субъективным временем происходит при настройке на 16А, а с объективным при настройке на 12А. Известный парадокс путешественника во времени, вернувшегося в прошлое и убившего свою бабушку, здесь решается двумя способами. В первом случае, работа с 16А, вы знаете, что убили свою бабушку, ваша мать не родилась у нее, но родилась теперь у кого-то другого, что приводит к изменениям в вашем сознании, которые, в свою очередь, проецируются на ваше тело. Другая бабушка, другой род и другая генетика. Однако во внешнем мире ничего не изменилось. И по всем записям ваша бабушка так и осталась вашим предком, хотя внутренне вы изменились. Этот метод работы со временем годится при лечении различных заболеваний и личностных проблем, но никак не отражается на истории человечества. Технология работы с 12А включает в себя выход в позицию самадхи, переход с уровня 4.2 на уровень 4.3. Состояние самадхи предшествует переходу в магонию и связано с выходом из тела. Существует тренировочный вариант этой практики, который носит название сатори. В отличие от самадхи, практика сатори обратима. То есть сознание человека, покинувшего физическое тело, может вернуться обратно. Практика самадхи почти необратима. В некоторых случаях возврат все же возможен. При сатори тело не умирает, а как бы переходит в состояние глубокого сна. Все функции тела тормозятся, сердце работает, но с совершенно другой частотой, гораздо медленнее. Кровь циркулирует в теле, но с минимальной скоростью, достаточно, чтобы предотвратить ее свертывание. Питание тела происходит через серебряную нить. Энергия от ментального тела поступает в тело физическое. При отсутствии движений и какой-либо деятельности потребности физического тела в энергии многократно снижаются. Процесс обновления клеток останавливается, поэтому необходимость в материальной и физической пище исчезает. Ментальное тело уплотняется настолько, что может сохранять структуру, находясь вне физического тела. Вот на этом моменте следует остановиться подробнее. У людей каст 1-3 ментальное тело неплотное и не имеет структуры. Оно, подобно облаку, и при смещении за пределы физического тела просто рассеивается, как облако пара. Поэтому медитативные техники на уровнях сознания ниже 3-7 не только бесполезны, но и вредны.
Человек не только не нарабатывает опыт при работе непосредственно с ментальным телом, но и теряет энергию, что приводит к депрессиям, потере жизненных целей и системы ценностей, разрушению ментального тела. На уровнях сознания выше, чем 3-7, ментальное тело сохраняет свою структуру и способно к взаимодействиям. Оно может получать энергию и информацию извне непосредственно, в нечувственное восприятие, а не только через физическое тело и органы чувств. Фиксация ментального тела происходит на внешних объектах, обладающих плотным ментальным телом. В качестве такого якоря обычно выступает учитель. Однако в аркане 12 роль такого объекта выполняет патрон. Патроном в магии называется ВЧ, часть ментального тела, находящаяся в магонии. Можно представить патрон как некий островок в магонии, который увеличивается в ходе некоторых духовных практик. При достижении уровня 4.2 площадь этого островка становится достаточной для получения опоры. Представьте, что на некой карте патрон изображен как горизонтальная ветка дерева. Маг висит вниз головой, что указывает на наличие опорной точки наверху. Нога мага привязана к горизонтальной ветке красной лентой, символизирующей серебряную нить. Поза мага соответствует перевернутому алхимическому знаку серы. В обычном варианте этот символ обозначает материю, а в перевернутом, наоборот, нематериальное, ментальное тело. Сияние вокруг головы означает высокую энергетику ментального тела. Пояс мага указывает на выделение ментального тела, разделение на физическое и ментальное тела. Воротник указывает на вишудха-чакру. Диапазон этого аркана вишудха-аджна-чакры. Люди, находящиеся в состоянии самадхи, важная часть сознания планеты. Они являются носителями памяти планеты или зеркала Акаши в эзотерической традиции. Человек, вошедший в это состояние, взявший 12А, подключается к памяти планеты и может вызвать информацию о конкретном событии и изменить или отредактировать ее. Между работой мага и правкой уже существующего текста или рисованием копии картины великого художника есть много общего. В известном произведении Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» мастерски нарисованный портрет человека превратился в его вольт, наподобие куклы Вуду, и стал принимать на себя все изменения, позволяя оригиналу оставаться молодым вечно. Такое свойство копий привело к тому, что в храмах богов ставили памятники, в которые ментальное тело бога могло входить и совмещаться с ними. Секрет магических изображений людей, вольтов, состоит в создании связи по 15А. Маг настраивается на 15А и создает связанное изображение. Для работы с вольтом маг обычно использует зеркало, рассматривая свое изображение как вольт. При настройке на 15А маг строит связь между собой и зеркальным двойником. Диапазон 15А позволяет работать с манипурой-чакрой, организм и проблемы здоровья, анахата-чакрой, нервная система, эмоциональный фон и связи, дружба, любовь, ненависть, а также с вишудха-чакрой, мышление, сознание, профессиональные связи. Определившись с проблемой, маг активизирует нужную чакру и соединяет мысленно каналом свою чакру с аналогичной точкой на теле отражения. Создав канал, маг сливает в отражение негативной энергии. Египтяне использовали вольты для удержания монады умершего. Крышка деревянного гроба делалась как портрет умершего. Художник зацеплял монаду и привязывал ее к гробу, создавая искусственный канал аналогичной серебряной нити. В особо важных случаях деревянный гроб с мумией умершего помещался в каменный саркофаг, также несущий портрет покойного. Похоронный ритуал древних египтян был очень сложным и предусматривал несколько возможностей реанимации покойного. Во-первых, определенными действиями можно было оживить мумию. Для этого нужно было замотанное в бинты тело поместить в бак с маслом. Использовали гроб или каменный саркофаг, в который наливали оливковое масло. Разбинтовать мумию следовало в масле без доступа кислорода. Далее тело оставляли в масле на неделю, чтобы ткани медленно насытились кислородом. Обугленные мумии, выставленные в музеях, сгорели при неправильной расконсервации. Бинты сняли прямо на воздухе. Далее, используя специальные электрические батареи, через мумию пропускали ток. В процессе мумификации извлеченные внутренние органы консервировали в специальных сосудах – канопах. Каждый сосуд имел специальную маркировку, изображение головы и инструкцию по использованию при оживлении. Ток пропускали через содержимое канопы и определенную точку на теле мумии, указанную в инструкции на канопе. Для пропускания тока использовали медную, серебряную и золотую проволоку, которую втыкали в биологически активные точки мумии, как китайские иглы при иглоукалывании.
В оживленную таким образом мумию вкладывали папирус с заклинанием, удерживающим монаду умершего, или надевали на мумию талисман, фиксирующий эту монаду. Возвращение в оживленную мумию души покойного было сложной магической процедурой, относящейся к разделу некромантии. В каббалистических текстах существует описание создания голема, глиняной куклы, в которую вселялась монада умершего человека. Эта технология взята у древних египтян, она была связана с оживлением мумий. Вторая технология возврата умерших состоит в том, что зачатие происходит непосредственно в захоронении. Монада, запечатанная в захоронении, захватывается совокупляющейся парой. Само захоронение экранировано заклинаниями таким образом, что монада умершего не может выйти, а другие монады не могут войти в это помещение. Эту технологию пробовали использовать нацисты, искавшие захоронение чистокровных арийцев с тем, чтобы рекомендовать такие могилы как место для зачатия. Составлялись особые карты кладбищ с указанием рекомендованных для зачатия мест. При зачатии следовало выполнить некий особый ритуал, связанный с настройкой на конкретную монаду. В ритуал входило начертание магического круга, предназначенного для создания барьера, не пропускающего другие монады. Кроме того, каждая такая могила имела собственный цикл, и астрологи, зная дату рождения и смерти человека, высчитывали даты, когда возврат его монады наиболее вероятен. Также действовали и маги Древнего Египта, проводя ритуалы возвращения умерших в определенное время. В скандинавской традиции существовала особая ночь – Самхейн, Хэллоуин, когда можно было вернуть умершего в мир живых. В эту ночь колдуны, от английского слова cold – холодный, проводили ритуалы, направленные на создание временного тела для вернувшихся покойников. С этой целью они изготавливали из теста фигурки людей. Иногда были примитивные изображения наподобие кукол Вуду, а в некоторых случаях целые скульптуры, изображавшие конкретных людей. В процессе лепки монады вселялись в фигурки и фиксировались при запекании. Далее фигурку съедал медиум, кастрированный жрец, и он на некоторое время перевоплощался в личность умершего. Целью этих ритуалов было получение информации от умерших. В Древнем Египте существовали и другие применения этой технологии. Оживленные тела функционировали не хуже современных роботов. Египтяне не могли создавать роботов, так как не имели таких технологий. Однако они создали технологию, позволяющую воскрешать тела умерших. Речь идет именно о телах. Чтобы воскресить умершего, нужно, кроме мумификации тела, уметь фиксировать монаду и манипулировать ей. Для возвращения к жизни именно того самого человека требуется сложный похоронный ритуал. Такой ритуал проводили только для значимых и богатых людей. Суть ритуала воскрешения заключается в том, что воскрешенный человек превращается в бессмертного вампира, вынужденного питаться кровью людей и животных. У мумии нет системы пищеварения. Египтяне заливали в полость тела специальный раствор, способный поглощать кислород так же, как гемоглобин в крови. В наше время этот раствор называется голубая кровь. Для питания оживленным мумиям были нужны инъекции свежей крови. Очевидно, что стоматологи Древнего Египта использовали для этой цели клыки гигантской кобры или другой ядовитой змеи, имплантировав их мумиям. Проблема в том, что, питаясь кровью, оживленные мумии могли жить неограниченное время. Возможно, что средневековые вампиры были созданы еще в Древнем Египте. Большая часть оживленных мертвецов имела простую систему управления в виде шлема в форме бычьей головы. Существуют изображения на саркофагах, в которых эти шлемы висят на специальной вешалке. Их надевают на оживленные мумии. Очевидно, что распространение процесса мумификации в Древнем Египте было связано с практической потребностью в оживленных мертвецах для выполнения простой работы. В том числе для ведения войны египтянам были выгодны неубиваемые воины. Занимаясь в большом объеме практикой, связанной с оживлением умерших, египтяне выяснили, что существует большое количество духов, предпринимающих попытки завладеть оживленными телами. Духи подстерегают людей и вселяются в тела живых при любых выходах их ментального тела за пределы тела физического. В некоторых случаях это духи-подселенцы, готовые делить тело с хозяином, но некоторые из этих духов, существ ментального плана, завладев телом, не пускают хозяина назад. В момент умирания при обрывании серебряной нити дух-захватчик может захватить тело, используя для фиксации остаток серебряной нити. Во время беременности монада ребенка в значительной части находится снаружи тела матери и представляет собой удобный способ внедрения. Зацепившись за монаду ребенка, дух-захватчик постепенно втягивается в утробу матери по мере роста эмбриона.
После родов ребенка дух-захватчик способен остаться в организме матери и захватить тело при первой возможности. Во сне у некоторых людей происходит выход из физического тела. В терминологии египтян тело Ба покидает тело Ка. В такой момент дух-захватчик может захватить покинутое тело. Исследовав природу различных духов, египетские маги пришли к выводу, что только часть из них имеет человеческую природу. Значительная же часть духов-захватчиков не люди, и их присутствие проявляется в виде сбоя в нормальной работе тела. Возникает эффект двух всадников, управляющих одной лошадью, и как результат различные дергания и тряски физического тела, получающего команды от двух хозяев, в случае подселенца. В случае полного захвата физического тела радикально изменяется личность человека. Он перестает узнавать близких, не помнит прошлого и имеет новые привычки. В случае захвата тела нечеловеческой монадой появляются какие-то совершенно нечеловеческие формы поведения, часто сопровождаемые потерей речи. Учитывая новые знания, маги Египта разработали систему защитных заклинаний для беременных, спящих и практикующих выходы из тела. Главным элементом этой защиты был артефакт, созданный на базе креста Ансар или креста Исиды. Данный артефакт по своему действию похож на кодовый биометрический замок, запирающий чемодан. Надетый на человека артефакт позволял войти в тело только монаде данного человека. При этом параметры креста рассчитывались исходя из размеров и структуры монады данного человека. Также был разработан ограждающий магический круг, энергетический барьер, через который не может пройти дух-захватчик. Подобные заклинания, ограждающие спящих и беременных, существуют у некоторых культур, которые мы сегодня считаем отсталыми и примитивными. На самом деле они являются потомками древних высокоразвитых цивилизаций и по некоторым параметрам знаний находятся выше стран, считающих себя лидерами технологического развития. Среди этих «диких народов» в кавычках иногда можно встретить магов очень высокого уровня. Примером является колдун из Новой Гвинеи, который в свои 154 года имеет десяток жен, рожающих от него детей. Он живет в многоуровневой пещере, аналог многоэтажного дома, получает все необходимое путем телепортации предметов с пролетающих мимо острова пассажирских самолетов и левитирует предметы. В том числе заставил левитировать группу американских профессоров, собравшихся его изучать. Существуют аспекты магии, которые невозможно изучить в цивилизованном мире, не вступая в конфликт с законами. Дикарям же ничто не мешает развивать свои способности. Например, этот колдун из Новой Гвинеи использует в своей работе около 40 черепов. Эти люди его враги, и он лично убил их. Черепа, высушенные и уменьшенные, работают у него как 40-ядерный компьютер, стыкующийся с его сознанием и способный производить множество действий в параллельном режиме. Известно, что человеческий череп присутствовал и в кабинетах средневековых магов Европы. Считается, что через такой череп маг устанавливал контакт с духами, телефон для общения с миром духов. Однако на самом деле такой череп был не только телефоном, средством связи, но и компьютером, способным моделировать ситуации, и телевизором, транслирующим картины в сознание мага.